Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. События августа. К чему все идет? Давайте узнаем, что нам подскажут карты. А про август и месяц, если мы говорим, начало месяца, оно сопряжено с такими более спокойными энергиями. Хотя иногда это может даже быть задержки ретро-Меркурий до 10 по 10 даже августа. И здесь может быть как и искаженная информация, которую нам нужно перепроверять, что-то самому додумывать, а вы люди интуитивные. И может создаться такая ситуация, когда именно интуиция вам, мои дорогие, будет давать более правильные подсказки, нежели логика. И не всегда можем мы наперед что-то просчитать, а вы интуитивные, мудрые люди. И предвидеть его вот как раз вы и можете. И ретро-Меркурий может быть связан с задержками в транспорте, например. Ретро-Меркурий может быть связан с задержками по части документов. Или когда вы себе что-то распланировали, а нет, тут какой-то пункт взял да не пошел. Будьте просто к этому готовы. Солнце во льве, мои дорогие, и это вопросы личной жизни и любви. И здесь, понятно, у каждого по-своему. Для тех, кто один или одна, вы можете остро почувствовать, как мне надоел этот сольный вариант. Именно теперь можете почувствовать, в августе, что было бы неплохо, чтобы рядом со мной был надежный человек. И это не просто желание, а именно переложить в действия какие-то. Ну, никто не придет в нашу жизнь специально нас осчастливить. Поэтому, может быть, расширить горизонты, кругозоры общения, впустить, позволить себе впустить новых людей в вашу жизнь. И эмоции для тех, кто в паре, тоже, кстати, могут быть разными. Здесь от восторга, восхищения до разочарований тоже такая энергетика разная. И есть еще один момент. Это Марс в весах. Если мы говорим весы, это баланс, мы знаем. Баланс этот применим не к тому, вот, кстати, особенно для вас, чтобы вас кто-то уговорил на то, с чем вы не согласны, или чего вы не хотите, или, ну, вот так вот исподволь воздействовал на вас, подводя вас к какому-то выводу, итогу. Нет, вот тут вы сами поставьте себя на первое место. И это не обязательно мы говорим о гордыне. Нет, но когда вот есть ваши личные планы, вы хотите или должны быть счастливыми. Вот что вы хотите сделать для самих себя. И тут будет важен баланс именно в том направлении, когда вам, может быть, и хочется что-то сделать, но, знаете, с такой перфекционисткой точностью, какой-то филигранной или филигранным подходом к какому-то делу, когда вы уже какой-то шедевр или дело вы создали, ну или тему, проект, и вам хочется именно отшлифовать последние штрихи. А тут нам говорят другие энергии. Тут оставь это все как есть и иди дальше. Ну, наверное, как основной девиз программистов. Если у тебя там что-то застряло, то ты не ищи ошибку. Ты просто иди вперед. Ну, это так я в целом. Все, конечно, спорно, но тем не менее, вот именно эти энергии в августе заслуживают внимания. И если мы говорили в начале месяца какая-то пауза, к середине месяца уже жизнь набирает темпы и обороты, а к концу месяца и более того, все может ускориться. Давайте на начало месяца мы достанем 3 карты, с чем это будет связано для вас. События ближайшего будущего, ну тоже ближайшего будущего, еще 3 карты, ну так чуть-чуть поотдаль. Вторая половина месяца, что идет или чего ждать во вторую половину месяца? И, как заявлено по видео, и к чему все это идет. В конечном итоге соединим вот эти две позиции. Для чего это все было нужно? 3 карты. Давайте. Что нужно услышать, принять во внимание, важно знать. Следующая карта — поездки, путешествия, какие-то перемещения. Ваши планы, ваши проекты, ваши достижения. И что дальше? Карта на сентябрь. Итак, давайте на начало августа. Ну, можно вообще-то уже и закончить наш прогноз. Я бы сказала так. И все то, что я говорила до карт, для вас действительно имеет значение. Как известно, маг — великий манипулятор. Но, может быть, обстановка вас вынуждает к этому. Вы не можете тут с чем-то просчитаться. Вы не можете и себя поставить
как или на потом, или на какой-то второй план. Вы можете ведь и сталкиваться с такими ловкими манипуляторами, которые вас к чему-то призывают, обещают там и так далее, да? И слушайте свою интуицию. Безусловно, это интуиция и интеллект. Кто-то может подумать, маг– это про магию. Ни разу. Маг– великий практик. Значит, уже какой-то есть опыт у вас, мои дорогие, куда точно вы не пойдете. Но есть и то место, куда вы пойдете, чем вы будете хотеть продолжать заниматься или в чем вы видите перспективы. Но восьмерка кубков мы ищем выход, и мы его находим. И вот вы его найдете. Но вот такие энергии мага. С одной стороны, это вам судьба дает возможности, правда, смотрите, во что-то новое. Вы тут что-то можете переиграть. Два старших аркана. Причем по нулевому аркану осмотрительным быть определенно стоит. Поэтому осмотрительность– это не всегда про логику. Это как раз больше про интуицию. Это как новое начало, новый вид деятельности. Может быть и новое направление в карьере. Но на самом деле вы тут что-то переигрываете. Пусть это будет вопрос касаться у кого-то переезда. Или у кого-то это будет вопрос о личной жизни. Но явно перемены сами по себе от начала до конца. И все стихии, повторюсь, в ваших руках. Начало месяца, даже если и есть какая-то пауза, такое впечатление, это вы можете словно останавливаться, вот как этот человек нам показан. А у нас, кстати, колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты, принципиальное значение. Каков ключ? Так вот, открытые двери, а для мага вообще нет ничего невозможного. Но есть, может быть, какая-то тема, он как балансирует на одном пентакле. Может быть, эта тема, а мы говорим, он практик. А пентакли, деньги– это тоже где-то сродни практике. Значит, как будто нужно на что-то опереться. Может быть, это вы будете решать таким образом финансовую ситуацию или свое финансовое положение вы захотите кардинальным образом изменить. И для этого выбрать новое направление вам придется. И перед тем, как мы прыгнем словно в это будущее, мы должны, ну, так в уме перебрать, все ли мы с собой взяли. А если мы говорим ключи, в этой колоде имеют значение. Двери нет, но у нас нулевой аркан, словно тот же маг и волшебник. И основные ключи. Кстати, у кого ключи обычно? Если мы вспоминаем классическую колоду Таро, у Иерофанта. Это то, что мы говорим по судьбе. Вот какая-то судьбоносная ситуация. Тем более два старших аркана. Но у вас ключи от пространства, от Вселенной, мои дорогие, у вас большие возможности. По деньгам прям какой-то квантовый скачок вы можете сделать. Пусть вы только закладываете основу какого-то нового направления. Но дверь открываете вы. Получение денег как будто в августе вас должно радовать. Или карта говорит, деньги есть, деньги будут. Может быть, как новое направление заработков, дополнительный доход. Для кого-то из вас вопросы дома связаны именно со стенами, ну, у кого-то и с домочадцами. Но девятка говорит, что впереди перемены. Есть тут и приятные эмоции, понятно, рыцарь кубков, но нам говорят, насладись моментом. Хорошее настроение вам помогает, я хочу сказать. Но все равно вопросы, вот как я говорила, по магу и по нулевому аркану. И то, что подумать надо, продумать. Может быть, это какое-то Соломоново решение, может быть, Гордиев узел, вы какой-то вот все завершите. Но это должно быть увязано с законом. По аркану правосудия это, как, знаете, закон кармы, причина и следствие. И если вы прежде кому-то помогали, то пространство, как вам откликается, через помощь других людей, руками, может быть, других персон. Но тут что-то происходит в нужное время. Может быть, и выводы кто-то из вас делает, но значит, именно теперь. Может быть, ситуация достигает пика, и для вас, ну, если были прежде какие-то мысли или раздумья, сомнения, то здесь как на ладони ситуация будет, и вы понимаете, чем вы хотите дальше заниматься, чему вы отдаете предпочтение, что есть смысл продолжать, а к чему, может быть, вот так вот спиной повернуться и уйти. Но здесь может быть и какая-то история личной жизни. Я такое тоже допускаю, когда вы задумаетесь о том, чтобы жить вместе, может быть, и недавнее знакомство здесь может заиграть в более серьезных тонах. Вот для кого-то и так.
тоже. Но это вопросы и личной жизни, и вопросы финансов, и вопросы вот каких-то согласований и дома. Все вместе может быть увязано в один клубок, правда, и Соломоново решение придется принимать. К чему же это все идет? Ну, в двух направлениях мы как будто не пойдем, и необходимо выбрать что-то одно. Может быть, вы будете какую-то тайну, загадку разгадывать, или как вам соединить несоединимое или выйти, может быть, из щекотливого положения, такое тоже допускаю, но чаще по королеве мечей это нам что-то надоело. И если существуют вот эти два направления или два способа действия, то по тузу жезлов это принятие решений и уже последующие действия в каком-то одном направлении. Вам нужно с чем-то разобраться. И может быть действительно, с учетом даже королевы мечей. С одной стороны, надеяться только на самого себя или саму себя. Здесь хладнокровие, выдержка и интуиция вам помогает. Это все то, что идет по магу. В первую очередь маг убирает все эмоции. Именно эмоции делают нашу жизнь путанной. Да, эмоции нам сказали, где-то, может быть, и помогают, вдохновляют, но при решении серьезных вопросов, вопросах, связанных с документами или каким-то образом увязанными, может быть, сильными мира сего, какими-то инстанциями. Может быть, и правда у кого-то буквально вопросы в суде. Вот здесь такие холодно-расчетливо-мудрые энергии. Включайте какой-то змеиный режим, как хозяйка года. Змея, она наблюдает, анализирует и только потом действует, чтобы словно вот в мишень, в яблочко попасть. Что-то подобное будет очень важно и для вас, мои дорогие. И туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Маг и волшебник нам показан. Кстати, босиком стоит, как будто не материальное на первом плане, а какая-то идея, ваша задумка, которая должна быть воплощена в жизнь. И именно она открывает вам двери в будущее, делит жизнь на период до и после. Правда, вы какие-то двери в будущее здесь открываете, а после этого, вот как этот человек, будете устранять еще какую-то путаницу. И для вас будет очень важно не замечтаться, и, может быть, даже слыша, что говорят люди, или какие-то советы вам могут давать, вот к этому будьте готовы. Это вот именно между где-то, к чему это все идет. Вам какие-то не просто правильные выводы нужно сделать, а может быть, отойти от прежнего шаблона. Вы с кем-то прежде соглашались или принимали чужую точку зрения, а здесь только одна, ваша собственная существует. И это совершенно необходимо, потому что нам показан как грозд место безопасности человека. И сразу не поймешь, он открывает или закрывает этот грот. Вот и вам придется. От некоторых дистанцироваться будет желание, потому что больше понимания, меньше путаницы. По семерке жезлов это всегда есть какая-то путаница. И вы тут как свое пространство будете беречь. Это совершенно необходимо для того, чтобы вот это будущее, оно у вас состоялось. Я бы добавила, чтобы никто не нарушил ваши планы. Поездки, перемещения. Ну, ты знаете, по семерке Пентаклей не есть сама карта скорости. Здесь скорее какая-то задержка может быть. И по разным причинам. Если это регламент, когда вы ждете документа, подписания, может быть, каких-то тут, может быть, и процесс какой-то рабочий по части заработков, тут тоже быстро не идет. И вот эта девятка Пентаклей, вы к ней придете. Но это постепенно вы набираете ход, ритм, скорость. Хотя для кого-то конкретно жду бумагу, и там есть этот регламент. Подожди, там 5 дней, неделю, ну, может быть, и больше. Ну, может быть, вы куда-то отправляете запросы и ждете ответа. Ну, где-то быстро не будет. И если мы говорим, вы, может быть, и внутренне уже собрались в дорогу. И я должна сказать по нулевому аркану, перемещения ведь идут. Именно перемещения, какие-то поездки. Тогда я могу предположить, может быть, не очень далеко, а именно в части каких-то согласований, узнать, например, да, как в отношении вас работает или закон, или какая-то вот система, может быть, и государственная. Есть какой-то интерес, но тут не все так быстро происходит. Всему свое время, наверное. Тройка жезлов – это всегда карта будущего, это карта возможностей, и нам показан маяк, и это как раз на достижение. И все то, что я где-то говорила, мы должны вот как остановиться на какой-то момент, и это не значит пауза.
может быть, это у кого-то 15 минут, 30 минут. Но прежде чем вы примете важное решение, такое, знаете, окончательное, мы как мысленно проверяем, все ли мы взяли с собой. И на достижение это новые горизонты, может быть, у кого-то новые страны, новый вид деятельности, новый вид заработка. Пусть это вы первые шаги только будете делать, но что-то вы тут будете явно переигрывать, потому что вверху туз жезлов делит жизнь на период до и после. Что же будет дальше с заходом на сентябрь? Вы еще в сентябре столкнетесь с такими людьми, на которых нельзя положиться. И по пажу кубков это вот буквально в этой колоде нам прорисован человек, который убивает время. Он с лозой ищет воду. Это колода карт, казалось бы, нет дверей, но в данном случае вот та вода, которая находится в глубине где-то, в недрах земли, она может быть найдена совершенно другими способами. И новая колода, мы говорим в наше время, да тысячу всяких разных способов, чтобы и воду эту добыть, и уже и ванну успеть принять. И вот именно значение ненадежности или некоторого инфантилизма. И чаще это персональная карта, которая свидетельствует о том, что вы столкнетесь с такими людьми. Видимо, вот тот стержень какой-то внутри вас самих, это будет очень важно, мои дорогие. Он должен за август месяц сформироваться. Потому что вас, как, знаете, никто не должен увести с пути истинного. Вот если вы, как этот маг, поставили перед собой цель, то для вас нет ничего невозможного. И перспективы нам уже открыли. Показали как бы, да, нужно надеяться на самого себя где-то и себя и беречь, и страховать, и узнавать, как работает закон, но не верить каким-то обещаниям. Вот, видимо, люди разные, они и наперед вам будут встречаться. Может быть, и хитрые манипуляторы, мы тоже об этом с вами говорили. Помните, мои дорогие, любимые, рыбы и рыбки, вы сами маги и волшебники. Перекладывайте на себя. Я благодарю, что вы смотрите мои видео. Я благодарю за ваши искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.